Это был теплый осенний вечер. Вечер, когда Ньюкрест отмечал жуткий денек. Улицы были украшены праздничными гирляндами и фонарями. Уютные дворики тоже обзавелись нарядным убранством. Тут и там встречались дети в костюмах. Они забегали к соседям за конфетами и порцией веселья. Золотая осень добавляла празднику красок, и казалось, что омрачить этот вечер невозможно. Пока не произошло нечто действительно жуткое, что встряхнуло городок и нарушило его привычную размеренную жизнь. Софи Картер готовилась к праздничной вечеринке, как вдруг в дверь ее дома кто-то позвонил. Вроде бы ничего необычного. Соседские дети уже стали бегать по домам, собирая конфеты. Поэтому Софи без боязни открыла дверь незваному гостю. С тех пор Софи никто не видел. Каждый маленький городок хранит свои тайны. Некоторыми тайнами гордится, другие же скрывает от посторонних глаз и не любит, когда они выползают наружу. Софи Картер внезапно исчезла прямо из своего дома, и каждый житель Ньюкреста вдруг подумал, что может быть причастным к этой истории. Что же с ней случилось? Куда пропала Софи Картер? Это и предстоит разгадать опытному детективу Бетти Багглс. Бетти Багглс обожала детективные истории. Иногда она представляла себя детективом, расследующим самые опасные и запутанные дела. Нередко в своих фантазиях она ступала на ломкую тропу, и ей чудом удавалось уцелеть. Приключения в Гранит-Фоллс, ночи в палатке и приезд в ее дом всей семьи настолько утомили, что у Бетти даже не было возможности сесть за любимые детективные книги. Но, наконец, она осталась одна, и как по волшебству ей подвернулась одна увлекательная игра, в которой она могла испытать свои способности. Игра называлась «Куда пропала Софи Картер» и повествовала о девушке, которая внезапно исчезла из своего дома в канун жуткого праздника. Бетти устроилась поудобнее и окунулась в захватывающую историю. Управлять тут следовало детективом Мёрфи, и игра предложила выбрать своего персонажа. Бетти настолько погрузилась в игру, а вымышленный мир настолько ее затянул, что на месте детектива Мёрфи, которому поручили расследовать исчезновение девочки-подростка, она вообразила себя. А это ее небольшой дом. По сюжету он был куплен детективом Мёрфи на сбережения после переезда из Сан-Мишуна в надежде полностью сменить обстановку. Пригород всегда казался спокойнее, чем он есть на самом деле. Любимое место детектива – за рабочим столом возле окна, особенно в дождливые осенние дни. За время проживания тут уже удалось научиться не оставлять кружку возле компьютера, иначе Скай вальяжно скинет ее на пол. Всем привет, дорогие друзья! Привет! Вы на канале «Не без разницы». С вами Стас и Лёша. И мы продолжаем приключения Бетти Багглс в мире Sims 4. По вашему совету мы решили пройти сохранение квест «Куда пропала Софи Картер», да? Этот квест создан командой Silence Guild, и ссылка на сохранение находится в описании к видео. Вот только квест мы проходим вместе с нашей Бетти Багглс, которой в скором времени и собой предстоит освоить карьеру детектива. Ну, так сказать, у нас будет такой вот переход к этой карьере. Кстати, очень логичный. Ну, а поскольку Бетти у нас та еще фантазерка, то, играя в игру на месте детектива, она как раз-таки представляет себя этим детективом. Ну, то есть, да, она сама и есть детектив Мёрфи. То есть, вот так сразу мы... Это игра в игре, да, получается так. Вот такая у нас задумка. Ну что ж, не будем затягивать. Давайте скорее осматриваться в этом замечательном сохранении. Вот что называется полное погружение. Итак, первое впечатление – обстановка в городе. Бетти уже куда-то пошла.
3 дня назад весь Ньюкрест отмечал жуткий денек, Хэллоуин. По улицам ходили дети в костюмах, приветливые соседи раздавали конфеты. Родители отчитывали подростков за откровенные наряды на вечеринку. Словом, ничто не могло омрачить атмосферу праздника и веселья. Даже вы, детектив Мёрфи, будучи взрослым человеком, испытали детский восторг, пока вам не поступил тревожный звонок от старого друга. На автоответчике у вас дома, возле домашнего телефона, наверняка осталась запись звонка. Мёрфи, привет, это Билл. Билл Шелби, если ты помнишь. Мы общались на последнем курсе университета, ближе к сути. Я узнал, что ты сейчас в Ньюкресте, мне нужна помощь с одним делом. Дочь известного судьи Картера пропала из дома и не выходит на связь уже 3 дня. Он и его жена в спешке приехали из Гранит-Фоллс и не знают, куда себя девать. Сейчас их облепили журналисты, а местные полицейские слабо верят во что-то, кроме версии юного беглеца. Я приеду, как только смогу, вышлю тебе разрешение по почте. Мне нужен человек в том районе, которому я могу доверять. Совсем недавно было громкое дело, где судьей был Картер. Сможешь его опросить? Дело очень щепетильное, как ты понимаешь. Надеюсь, что ты все еще работаешь как детектив. До встречи. Прерывистые гудки возвращают детектива в реальность. Не этого ли знака детектив Мёрфи ожидал все это время? На следующий день обязательно нужно посетить дом Картеров. Хорошо, мы вернулись в реальность, если так можно сказать, и теперь у нас еще есть одно задание – Посетить дом Картеров. Написано, что необходимо это сделать на следующий день. Ну правильно, Бетти пока сейчас здесь немножко освоится. Не Бетти, а детектив Мёрфи. Детектив Мёрфи. Да. Пока немножко освоится в своем новом доме, и завтра уже с самого утра поедет в дом Картеров. Ну а пока я предлагаю, давай посмотрим дом. Вот то самое место, где детектив Мёрфи может проводить свои вечера, сидя за компьютером и с прекрасным видом на Ньюкрест. Ну да, как и было рассказано ранее. Вот специальная доска для расследований. Ну конечно, Бетти же детектив. Да, так что тут все подготовлено. А это ее спальня. Ну вот, а теперь к нам пожаловали соседи. Сразу так много. Добро пожаловать в наш район. Ну что, приглашаем тогда соседей, познакомимся. Что же за жители здесь проживают рядом Мне с домом кажется, вот эта детектива блондинка Мёрфи? во всем виновата. Она наверняка причастна к исчезновению. Ты думаешь? Да, посмотри, какая она оглядывает. Как ее зовут? Виона, да? Так, ее зовут Винона Винона Мастерс. Мастерс. Ну что ж, давай знакомиться тогда с Виноной, самой первой. Посмотри, какая-то она недовольная, очень напряженная почему-то. она А я сегодня. знаю почему, потому что у нас Бетти это детектив, и Винона боится, что ее рассекретят. А зачем же она тогда пришла? Потому что преступник всегда возвращается на место преступления. А что-то они все напряженные, посмотри-ка. Ну, наверное, действительно им не нравится компания детектива Мёрфи. Но как и было сказано, что каждый житель почувствовал, что каждый по-своему причастен к исчезновению девушки, кстати, поэтому, да. собственно говоря, они и такие напряженные. Тут я не вижу противоречия, так что каждый может таить какую-то тайну. Ты и сел за посмотри, нас уже компьютер. сел за компьютер. Так, этот Кларк фотостудия. Джефферсон. Он работает в фотостудии, видимо, но все равно нужно уточнить, действительно ли он работает в фотостудии. Спросить о карьере. Он действительно работает модным фотографом и встречается с каким-то другим персонажем. Надо спросить у бабульки, есть ли у нее пара. Может быть, он ее пара. Кстати, да, все может быть. Вот как я и говорил раньше, что мы уже на своем пути столько разных персонажей повстречали, с такими разными неповторимыми историями, что неудивительно было бы, если бы и они могли бы быть парой, и они бы еще и похитили Софи. Вот Кстати, эта да. бабулька вот этому парню сказала: давай я ее похищу, а ты будешь фотографировать. Может, персонажу по имени Бетти нравятся жалобы? Ну, конечно, нравится. Ей же нужно расследовать, тут будет дело, и, конечно, все будут жаловаться, рассказывать свои истории. Поэтому, Бетти, привыкай и к жалобам, и к историям, и ко всему, что только возможно. Ну, я думаю, всех можно уже отправлять домой, потому что засиделись здесь гости, один уже даже за компьютером у нее сидит. А другой пошел перекусить. Все, Бетти, отправляй всех домой. Бетти самой, кстати, нужно перекусить, уже вечер наступает. Хотя вот этот вот фотограф, что это он сразу пошел за компьютер детектива? Что-то там вырыскивать? Да, что он там хочет найти в этом компьютере? Все попадают под наше подозрение, просто все. Ну, тут у Бетти осталась какая-то пицца, взять кусочек можно. Ну что, можно тогда поужинать и заниматься своими делами.
Вечером Бетти посмотрела кино, Провела немного времени со Скай посидела за компьютером, и легла спать. а утром, когда рассвело, она отправилась в дом судьи Картера, чтобы выяснить, что же все-таки случилось с его дочерью. Дом известного судьи выглядел прилично и ухоженно. Видно, что за крыльцом и газоном ухаживали. Бетти заметила свежепокрашенный почтовый ящик, как будто на нем что-то недавно закрашивали. Возможно, об этом стоит расспросить владельцев. Ей сразу бросились в глаза хэллоуинские украшения на доме и возле него. Интересно, планировалась ли тут вечеринка, пока родители были в отъезде? Ну что ж, вот Бетти находится у дома судьи Картера, и здесь ее также встречают коробки. Давай-ка посмотрим вот это. Доклад полиции. Доклад полиции. Вам сообщают, что Билл еще не приехал из Виллоу Крик, но все бумаги, высланные им по почте, помогают вам пройти к дому Картеров. Полицейские явно делают вид, что работают, наверное, из-за пристального внимания журналистов к такому инфоповоду. Фигура известного судьи города обеспечит им хорошие рейтинги. Сержант уже сказал вам о том, что довольно часто подростки сбегают из дома без предупреждения, хоть родители и верят, что все было хорошо. 2 дня назад отгремел Хэллоуин, а они любят устраивать всякие непотребные вечеринки. «Найдется еще», — говорит он. Но вам нехорошо от этих слов. Что-то зловещее витает в воздухе после хэллоуинского праздника. Ну что ж, давай постучимся в дверь. Нужно поговорить с родителями Софи Картер и выяснить все же, что с ней произошло. Может быть, они видели что-то странное. Хотя нет, они не могли видеть, да? Они же были в Гранит Фоллс написано. Внутри дом выглядел уютно, но немного неряшливо. Видно, что владельцы обычно следили за чистотой, но сейчас из-за горя и волнения не могли найти себе места. Не до уборки. На стенах висели семейные фотографии. На них счастливая семья – Роберт, Пенни и Софи. Украшений внутри дома почти нет. Бетти не думала, что это подходящая обстановка для домашней вечеринки. В гараже стояла машина Роберта, на которой он и его жена приехали из Гранит Фоллс. Возле нее металась собака и жалобно скулила. Хмурые брови судьи сгустились и дрожали от каждого вопроса. Он с досадой закрывает глаза, когда понимает, что в последнее время совсем не интересовался жизнью дочери. Пока я вел дело мистера Райта, я напрочь выпал из семейной жизни. Возможно, вы уже слышали об этом. Громкое дело, большие суммы. Мистер Райт незаконно присвоил себе частную землю и начал на ней строительство многоквартирного дома. Конечно же, не успев продать несколько квартир и обманув покупателей, Стэнфорд Райт не собирался завершать строительство. Он даже пытался связаться со мной вне работы, хотел урегулировать это дело с помощью 7 миллионов, но до прямых предложений так и не дошло. Думаю, это он пнул мой почтовый ящик в ярости. Вы же не думаете, что это он похитил Софи в знак мести мне? Роберт взял передышку и рассказал, как Софи в последнее время отдалилась от них с матерью. Возможно, жена Пенни сможет ответить на вопросы детектива. Видно, что Пенни переживала ситуацию более эмоционально, чем муж. Ее глаза были покрыты стеклянной вуалью слез, а нос уже до покраснения затерт бумажным платком. Ей сложно еще раз повторять все то, что она уже говорила полицейским. Поддержав женщину словами сожаления, Бетти заверила ее о том, что попытается как можно скорее найти их дочь. Пенни со сбивчивым вдохом, пытаясь не заплакать, рассказала Бетти все, что замечала в последнее время за дочерью. Софи правда отдалилась от семьи и стала чаще проводить время со своими подругами Вики Джонсон и Самантой Грин. Как раз Вики на днях собиралась устраивать вечеринку в честь Хэллоуина у себя дома, но характер у Софи будто бы стал более скрытный. Некоторое время назад Софи бросила своего парня, но из-за отчуждения дочери Пенни так и не узнала, кем был тот мальчик. Это еще одна причина опросить подруг. Пенни навела Бетти на шкатулку под кроватью Софи, где та держала личные вещи. Нужно обязательно заглянуть в комнату Софи. Ну что ж, мать Софи Картер направила нас в комнату своей дочери, чтобы поискать тумбочку, да? Личные там, вещи посмотреть. Софи. Ну, пойдем тогда подниматься, давай будем на 2-й этаж. Так, это, наверное, комната родителей. Вот, посмотри-ка, здесь висит еще фотография родителей и Софи Картер. Дочь. Что-то они как-то все щурятся. Видимо, вспышка слишком яркая была на фотоаппарате. Ну, наверное, в комнату родителей Бетти тогда заходить не будет. Ей же нужно попасть в комнату девочки. Давай-ка посмотрим, что здесь есть. А, посмотри-ка, здесь фотографии висят. Видимо, это... Подружки. Подружки, да. О которых мать тоже говорила. Девочки, с которыми дружила Софи Картер, дочка. А это семейная фотография. А, ну здесь она совсем маленькая, а родители, более молодые.
Так, а где же тумбочка? Вот это вот? Вот тумбочка. Ага. Давай-ка посмотрим, что здесь есть. Надо вынюхивать секреты, я думаю. Дневник Софи. Дневник лежит на самом видном месте и без замка. Вы открываете его и пробегаетесь глазами по записям. Почти сразу понимаете, что дневник, скорее всего, фальшивый. Наверное, для того, чтобы отвлечь от настоящего тайника с личными вещами. По содержанию внутри нет ничего криминального. Обычные школьные будни, прогулки с подругами, даже упоминание вечеринки на Хэллоуин у Вики. Но никаких сердечных терзаний или важных сведений вы не видите. Но от чего София пыталась отвести ваш родительский взгляд? Пенни говорит, что несмотря на все, она никогда не залезала в личные вещи дочери, пусть и знает, где она прячет эти личные вещи. Да это она сама и подменила дневник. Кто, мать? Да. Ну вот, кстати, нет, родители не попадают под подозрение у меня, а у тебя как? А у меня попадают очень даже. Все подпадают, да, у тебя под Абсолютно подозрение? все, Ой, не да. могу. Мое сознание испорчено голливудскими фильмами, и, знаешь, разные мотивы у разных людей бывают. Поэтому Так, родители вот еще, тоже смотри. под моим подозрением. Шкатулка. А что Вот тут это ничего? мать направила Бетти. Шкатулку посмотреть, пустая. А, вот коробка. Так, фотография. Фотограф Кларк Джефферсон. Это тот самый фотограф, который приходил к Бетти. А я и не удивлен, что здесь его фотографии. Это он виноват. И тут вот еще маленькая какая-то фотография. Наверное, Софи с ее Картер парнем. сфотографировала, да, со своим парнем. И шкатулка Софи. Вы аккуратно вскрываете замок шкатулки, не повредив конструкцию. В шкатулке вы видите фотографии с подругами, старые валентинки из 8 класса, фенечки с названием рок-группы и колечки из бисера. Вы замечаете порванную фотографию привлекательного смуглого парня в фиолетовой толстовке. Видимо, это тот парень, которого бросила Софи. Пенни растерянно хлопает глазами, она не припомнит его имени, хотя, кажется, видела его пару раз в школьной форме. Почти у самого дна вы находите черно-белую фотографию Софи, явно сделанную профессионально. На красивом портрете девушка смотрит прямо в камеру и еле заметно улыбается. Ее волосы красиво лежат на ключицах, не похоже на фотосессию перед выпускным. Да и мать не припоминает, чтобы Софи упоминала о подобном. Неудивительно, что у девочки-подростка были секреты от родителей, но вы надеетесь на ответы от ее подруг. Вот это секрет, что Софи кто-то сфотографировал. Ну, видишь, ее не просто кто-то сфотографировал, а тот вот мужчина, который, между прочим, сразу залез в компьютер к Бетти, как только зашел к ней домой. Может, его повязать уже надо? Кто хороший мальчик? Конечно, Лаки. Бетти подошла к собаке и почесала его за ухом. Но Лаки не принял ласку, будто на это не было времени. Он выскользнул из комнаты и побежал в гараж, громко гавкая и как бы зовя за собой. Бетти настороженно вошла в сырое помещение. Лаки продолжал бегать вокруг машины Картеров, прижимаясь к земле и заглядывая под нее. Что он хотел показать Бетти? Бетти внимательно осмотрела стопку дров, ведь в доме есть камин, который сейчас самое время растапливать. Единственное, чего она не заметила – топора, которым эти самые дрова кололи. Картеры сообщили, что всегда оставляли его в гараже возле дровницы, но сейчас его там нет. Ох, и не нравится Бетти все это. По наводке Лаки Бетти заглянула под машину. Под ней была большая засохшая лужа багрового цвета. Она слегка пахла железом. Бетти одолела самая смелая догадка. Это кровь. Но чья? И откуда она тут? Вторая, не менее смелая догадка прошла холодком по спине. Софи не сбежала из дома сама. Возможно, кто-то причинил ей вред. И сейчас она либо где-то скрывается, либо... Софи уже поздно искать. Бетти отмахнулась от этих мыслей. Необходимо срочно проанализировать образец в полицейском участке, чтобы узнать, что тут произошло. И быстрее опросить соседей в районе. Бетти сообщила полицейскому об улике и отправила образец в участок. Это была первая часть прохождения квеста «Куда пропала Софи Картер». Дальше Бетти, а точнее нашему детективу Мёрфи, предстоит разобраться со всеми теми уликами, которые она уже обнаружила, и попробовать связать их в единую логическую цепочку. Кажется, история будет мрачной. Но интересной. Но интересной, да. А если хотите поддержать Бетти в том, чтобы она раскрыла это дело, то обязательно поставьте лайк. Ну а если хотите передать Бетти привет, то подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы обычно делаем анонсы будущих выпусков и выкладываем разный дополнительный контент. Спасибо, что были с нами. Спасибо, до скорых видео. Всем пока.